Здравствуйте, друзья! Этот канал о мистике из реальной жизни. Все истории на канале присланы подписчиками. Я благодарю их за это. Я думаю, что большая их часть найдена именно на просторах интернета. Поэтому у меня есть просьба. Пишите, пожалуйста, название источника. А еще благодарю тех, кто подписывается на канал, ставит лайки, грозные дизлайки и пишет свои комментарии. Ведь поставить пальчик вверх, если понравилось, или вниз, если не нравится – это дело секунды. Это очень поможет каналу в продвижении. Спасибо тем, кто смотрит из России все каналы через VPN. И этим благодарить за труд всех авторов каналов. Ведь каждый труд должен быть оплачен. Стилистика авторов в историях сохранена. Вымысел в них или правда проверить невозможно. Но в любом случае каждая из них, на мой взгляд, достойна внимания. Приятного вам прослушивания. Второе солнце. Автор Урма. Рассказал этот случай мой отец, который решил поделиться со мной историей об удивительном явлении. Дело было летом году 1987. В тот момент отец жил в родном поселке Ростовской области, который располагался рядом с трассой, что шла с восточной стороны по направлению север-юг, а по северную сторону стоял небольшой терриконник. Отец был не один, гулял с друзьями, и дело шло к вечеру, далее описывая все от его лица. Солнце стояло над горизонтом. Спокойно ходили, значит, около трассы. Забежали в магазин что-то купить. Сережа, мой друг, пожелал остаться на улице. Затем через несколько минут влетает к нам, зовет нас на улицу. Думали, случилось что-то. Сразу выбежали все вместе. Сказал нам посмотреть в сторону терриконника. Посмотрели, значит, и увидели над ним второе солнце. Точно солнце. Думаем, что за глюки какие-то. Ну вот же мы стоим, видим, как солнце скоро уйдет за горизонт на западе. А по северную часть над терриконником точно такое же солнце. Такого же размера, такого же цвета, над таким же уровнем. Погода стояла безоблачная. А если облака и были, то где-то вдалеке на юге. И заметили еще, что некоторые проезжающие машины на трассе останавливались и тоже понять не могли, в чем здесь дело. Смотрели мы так полчаса где-то. Потом поняли, что настоящее солнце уже заходит за горизонт, а второе никак не меняет свою позицию. Все так же над терриконником висит. И жители тоже понять этого никак не могли, удивлялись. Гуляли мы еще пару часов. В это время солнце уже полностью село, и мы как-то перестали обращать внимание на лжесолнце, которое до сих пор висело. Разговоры о своем как-то отвлекли, хотя все были в большом удивлении. Когда вернулся домой, то того второго солнца уже не было. Родителям рассказал. Те дома сидели, не видели, но зато поверили. Однако сказали, что раньше такого не было. Через день узнали от соседки и знакомых, что тоже наблюдали на небе то светило. А вот куда оно делось, неизвестно. Будто его и вовсе не было. Бесследно исчезло. С тех пор такое больше не повторялось. Вот такая история моего отца. Все мысли я доверяю вам. Дорогие слушатели, что думаете? Как я мужа покупала. Автор Ялил. История из моей молодости. В юности увлекались мы с подружками разными гаданиями, простыми ритуальчиками. Привлекали нас всякие мистические штучки. Некоторые парней привораживали, но для меня это было табу. Страшно было такое вытворять. У всех подружек были парни, а у меня не складывалось. Друзья были, а вот Амур со своими стрелами мимо пролетал. Я в шутку с бабушкой даже спорила, что, видимо, и замуж-то никогда не выйду. Шутки шутками, а как-то не по себе становилось от таких мыслей. И вот в одну из прогулок с подружками купили журнал, а там ритуал описан, как сделать, чтобы в будущем муж был, какого ты пожелаешь. Решила я попробовать, а вдруг? А нужно было загадать мужчину, подробно описав его. Молча выйти из дома до места, где продают веники. Точного описания не помню уже, но купить тоже без слов нужно, сколько бы ни стоил. И что бы ни происходило, нельзя и звука проронить. И по пути до цели и обратно не оборачиваться. Молча покупаешь веник и несешь домой. Ну, я ж себе напридумывала подробное описание будущего мужа. Супермен, миллионер и Ален Делон в одном флаконе. И отправилась в путь.
Городок маленький, машин немного было. До местного рынка было пройти недалеко. Только вышла я за калитку и понеслось. Собаки облаивают, друзья зовут, а я бегу, не оборачиваясь. На середине моего путешествия дорогу нужно было перейти без пешеходного перехода. В этот момент машин появилась просто уйма. Перейти не могу, а машины все едут. Сзади один из друзей почти догнал. Я рванула через дорогу, а на другой стороне одногруппник с колледжа вопит: «О, привет! Я к тебе как раз за конспектами иду». Тут я уже не удержалась и крепким словцом выразилась. «Пошли, говорю, дам тебе конспект». Домой вернулась, а сама думаю, все равно схожу. Посидела, успокоилась и загадала. Хочу, чтобы мой муж был хорошим человеком и любил меня. И снова в путь. Было такое ощущение, что я совершенно другое место попала. Собаки, всего полчаса назад, на меня лаявшие, мирно лежали, даже несмотря в мою сторону. Ни одного человека на пути не попалось. Даже незнакомых и машин на дорогах не было. Я спокойно купила веник и вернулась домой. Веник был хлипковатый какой-то. Бабушка ходила, подшучивала. Жених какой-то слабенький. Через месяц верхняя часть у него отвалилась, и веник как-то попрочнее стал. Повысыпались прутики торчащие. Стал он надежный, не болтающийся. Так мы им пользовались года 2 потом. Потом я уехала. А у бабушки он еще несколько лет прослужил. Она потом говорила, из хлипкого в неубиваемый превратился. С мужем познакомились через 5 лет после покупки веника. Сначала он мне показался каким-то ветреным. Но очень интересно с ним было общаться. И когда он предложил замуж за него выйти, я сомневалась, стоит ли. Думаю, попробую, а там будет как будет. Отношения на тот момент были, но кратковременные. Интерес у меня пропадал, и от женихов своих я ретировалась. Замуж вышла и не пожалела. Дочь школу заканчивает, сын в 1 класс пойдет. А мне все так же интересно с моим человеком, как и много лет назад. И мужчина хозяйственный, как за каменной стеной сейчас. Квартиры с сюрпризами. Автор К. Бергер. Здесь уже не раз писалось о нехороших квартирах. Решил и я внести свою лепту. Первая история произошла в мою бытность директором магазина. Работала у нас продавцом-консультантом Татьяна, приехавшая в наш город откуда-то с севера. Родители остались отрабатывать контракт, а ей купили квартиру в старом немецком, еще до военной постройки доме, и отправили дочь, как у них говорится, на материк или большую землю. Стал я одно время замечать, что Татьяна ходит какая-то сонная и квелая. Пошутил насчет бурной ночной жизни. Она невесело улыбнулась и поведала следующую историю. Диван, на котором спала Татьяна, стоял в комнате у стены, оклеенной фотообоями, с изображением опушки осеннего леса. Как только девушка засыпала, ей все время снилось одно и то же. Из этого леса выходит какой-то мужик, хватает ее за руку и, приговаривая «пойдем со мной», тащит в лес. Татьяна в ужасе просыпалась. И так продолжалось несколько ночей. О каком отдыхе могла идти речь? Поразмыслив, я попросил узнать у соседей о предыдущем владельце квартиры. И вот что выяснилось. Раньше в ней жил одинокий выпивоха, по описанию похожий на того, кто выходил из леса. Как-то раз он не уследил за газом, видимо, что-то готовил, но заснул, и пламя погасло то ли из-за сквозняка, то ли залило варевом. Соседи почувствовали запах газа, подняли тревогу. Взрыва удалось избежать, но хозяина квартиры спасти от отравления уже не успели. Нашедшиеся родственники квартиру быстро продали, видимо, даже обрадовавшись неожиданному наследству. Что тут можно было посоветовать? Я предложил Татьяне поставить в церкви свечку за покойного и пригласить священника для освящения жилища. Так она и сделала. Прежний хозяин ее больше не беспокоил. История вторая. Мой приятель Игорь обзавелся отдельной квартирой в новостройке. Однокомнатная, неплохой планировки. Но дом находился на окраине города в новом районе, где не было необходимой инфраструктуры. Да и с транспортом в нем было в то время проблемно. За окнами поле и стройка. Игорь хотел жить в центре, где все рядом. И решился Игорь на обмен. Подал, особо не надеясь на успех, объявление в газету. На удивление быстро откликнулся молодой человек, предложивший квартиру в центральном районе, на тихой зеленой улице. Недалеко магазины, трамвай и автобус.
На вопрос, почему он меняется на выселке, парень замялся, но ответил, что там ему ближе к работе. Квартира находилась на верхнем 5-м этаже, еще не старого дома. Окна выходили на южную сторону. Из них можно было любоваться на утопающие в зелени садов черепичные крыши особняков. Собрались компании на новоселье. Первой по традиции в дом положено пускать кошку. Своей у Игоря не было. Он поймал какую-то дворовую, белую, оказавшуюся глухой, и пустил ее в открытую дверь. Кошка ни в какую не хотела заходить, норовя убежать обратно. И ее чуть ли не пинками загнали в квартиру. Сара, так звали кошку, забежала в санузел и спряталась под ванной, где, собственно, и жила все время, пока не спрыгнула с балкона, лишь иногда вылезая покормиться. Несмотря на внешнее удобство и привлекательность квартиры, мне, если честно, было там совсем некомфортно. Трудно объяснить, но я не мог расслабиться, словно чувствуя за спиной чужое присутствие. Игорь служил в торговом флоте. Рейсы у него были недолгие, не больше 2 недель, в основном по Европе. Именно в его отсутствие и стали происходить странности. Сосед Игоря, иногда баловавшийся с ним пивком, рассказал такой случай. Поднявшись на свою лестничную площадку, он заметил, что дверь соседней квартиры приоткрыта. «О, Игорек вернулся», – подумал он и заглянул в прихожую. Но в доме никого не было. Видимо, отлучился ненадолго. Решил сосед и оставил записку с просьбой зайти к нему, закрепив ее между дверью и косяком. Но Игорь не зашел. Уходя по своим делам, сосед увидел свою записку, торчащую в щели, и попытался еще раз зайти, но дверь была уже закрыта. У Игоря на входной двери стоял американский замок «Пантер», который закрыть можно было только ключом. Кстати, сам хозяин вернулся из рейса только спустя несколько дней. Когда Игоря не было в городе, в квартире иногда ночевала его подруга. Одной ей тоже было скучно и страшновато, поэтому с ней оставалась на ночевку ее младшая сестра. Вот с Ириной и случилась еще одна странная история. «Спим», – рассказывала она. «Вдруг что-то или кто-то меня толкает. Я открываю глаза и слышу мужской голос, зовущий меня по имени. «Ира! Ира!» Вика, сестра, спит. Стало как-то не по себе и спать расхотелось. В то время я увлекался биолокацией, и у меня были медные рамки, которые я и решил применить в нехорошей квартире. Помимо обычной сетки Хартмана, прямо в середине комнаты обнаружился круг негативной энергии, диаметром около метра. Я предупредил, чтобы это место старались обходить, потому что отрицательная энергетика, бьющая из него, способна причинить вред. А Игорь вскоре съехал из этой квартиры, приобретя квартиру в доме, где жила его мать. Что это было? Последствия какого-то ритуала или природная аномалия? Не зря прежний владелец уехал с радостью на окраину, избавившись от проблемного жилья. Да и бедная кошка, явно чувствуя недоброе и опасное, предпочитала не вылезать из-под ванны и сбежала радикальным способом. А сколько еще сменилось жильцов у этой квартиры? Или нашелся способ избавиться от аномалии? Не знаю. Источник сайт Фостор.ру. Черная кошка. Автор не Ника. Немного предыстории. Лет 35 тому назад в моем беззаботном уличном детстве ходила такая байка. Какая-то непутевая мамаша бросила младенца около мусорной кучи, а когда его нашли, лица у него уже не было. Я услышала эту историю на улице и с чувством пересказала ее дома, за что тут же мне прилетело от мамы. Если еще раз принесешь с улицы подобную мерзкую небылицу, больше туда носа не высунешь. Ну, раз небылицу дома обсуждать не стали, то и я ее быстро забыла. А теперь сама история. Не помню, сколько мне было лет, но в школу я точно уже ходила. Наверное, лет 7-8. Жили мы тогда в городе в частном секторе. Дом наш стоял на краю улицы, обнесенный высоким деревянным забором. Был летний солнечный денек. Я сидела на лавочке перед домом и скучала. Почему-то в тот день не было со мной моих обычных друзей и подруг. Вдруг смотрю, идет мимо меня кошка. Черная, гладкая, здоровая. На бездомную совсем не похожа. А чья, не знаю. Хотя мы, ребятня, считали своим долгом знать всех собак и кошек в окрестностях. Кошка дошла до угла дома, остановилась в задумчивости, потом повернула назад, дошла до моей скамейки, села напротив и уставилась на меня. Я сижу, ногами болтаю. Игрушек у меня с собой не было,
еды тоже, потому что животных мы не держали. Чем я могла привлечь ее внимание, понятия не имею. Полюбовавшись на меня немного, кошка как-то плавно и вкрадчиво пересела рядом на скамейку и даже передние лапы положила мне на колени. Все бы ничего, но она выпустила когти, и на моих голых ногах тут же появились красные отпечатки. Я хотела ее отодвинуть, повернулась к ней и вздрогнула. Ее морда с разинутой пастью оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица. Мне стало жутко. Я вскочила, забежала во двор, хлопнув калиткой. И, добежав до середины двора, зачем-то оглянулась. И вижу, что кошка уже вскарабкалась на забор и бодро идет по его кромке в мою сторону. Остановившись напротив, она пригнулась, сгруппировалась для прыжка. И тут я понимаю, что целится прыгнуть эта тварь не на землю. Забор высокий, около 2 метров, а именно мне на голову. И пасть опять разинула. И все это в полной тишине. Тишину нарушил мой пронзительный визг и бегство домой. На крыльцо я взлетела за пару прыжков и закрыла дверь на все замки. К счастью, эту кошку я никогда больше не видела. Но одна мысль с тех пор не дает мне покоя. А что, если бы этой кошке попался беспомощный младенец? Комментарий под этой публикацией. Такая страшная байка в свое время бродила и по нашим улицам, из двора в двор. Только в этой байке фигурировала огромная серая крыса. Беспечная мамаша оставила коляску с малышом возле подъезда, а сама подошла к мужу, помогая ему убирать вещи в багажник машины. Тишину нарушил пронзительный детский крик и плач. На глазах изумленных людей из коляски, крутанувшись в воздухе, выскочила огромная серая крыса, и была такова. А ребенку она успела погрызть пальчики на руках. Что же касается черных кошек, то скажем спасибо фольклору и Николаю Гоголю. Благодаря этому мистическому писателю все кошки стали исчадием ада. Только колдуны и ведьмы могут обращаться в черных кошек. А вот в итальянских сказках, а также фольклорах народов Югославии, в Сербии, Боснии и Македонии, черный кот или черная кошка – воплощение справедливого борца за добро против злых сил. Черный кот или черная кошка всегда приносят удачу и помогают силам добра одержать победу над злом. Также во всех американских триллерах женщина-кошка с зелеными глазами по имени Ктара – воплощение богини справедливой войны. Ну а в нашей славянской мифологии все черные кошки из войска бога Велеса. Он тоже по-своему справедливый бог, защитник. Ну а вообще в жизни кошки, как и люди, разные и непредсказуемые. Источник сайт Фостор.ру. Нечто на перекрестке. Автор Ли Роуз. Этот случай произошел 10 лет назад в небольшом городке Минской области. В тот жаркий летний день, около полудня, я возвращалась домой с ночевки у подруги. Мой дом находился в самом центре города, напротив городского парка и перекрестка. Перекресток образовывали огромная улица, идущая через весь город, и небольшая улица в нескольких километров длиной. И вот, я стою на том самом перекрестке. До дома остается 50 метров. Народу кругом довольно много. Суббота. Рядом рынок, все бегут за покупками. Мне казалось, я уже вечно жду, когда загорится зеленый свет. И даже не знаю до сих пор, зачем я обернулась назад. В нескольких метрах от меня и людей, стоящих у дороги, я увидела нечто. Оно было одето в черный балахон. Вместо лица были кости, чуть обтянутые высохшей плотью, и большие мутные глаза. Оно внимательно наблюдало за дорогой и неожиданно посмотрело прямо на меня. Я отвернулась. Внутри меня все похолодело, и сердце ушло в пятки. Мне стало ясно, что это существо. Но почему именно я его увидела? Тревога заставила меня бежать домой со всех ног. Через минуту я уже тяжело дыша стояла в коридоре нашей квартиры. Все было в порядке. Мама что-то готовила на кухне. Из комнаты брата доносились бодрые звуки музыки. Я выдохнула и зашла в комнату брата, чтобы поздороваться. И тут я услышала визг автомобильных шин и громкий хлопок на улице. В окно, выходящее прямо на тот самый перекресток, я увидела, что произошла авария. Лобовое столкновение 2 автомобилей с летальным исходом для всех пассажиров. Их было 5 человек, 2 из них дети. Вот за кем пришел тот жнец, взгляд которого я не могу забыть до сих пор. Кто стучал? Автор Нинка Картинка. История у меня простая.
и я бы даже сказала скучная по сравнению с тем, что тут пишут. Но было такое вот. В начале подобных историй положено рассказывать, что ты вообще закоренелый материалист и ни во что подобное не веришь. Я такого сказать не могу. Вполне верю в подобное, но оно меня лично никогда не посещало. Даже эту историю знаю с чужих слов. Но слова принадлежат человеку, которому я полностью доверяю. Моя свекровь Надежда Сергеевна родилась в интеллигентной семье и росла в городе, но в зрелом возрасте начало тянуть к земле. После выхода на пенсию она продала свою квартиру. Часть денег выделила моему мужу. Он их вложил в наше нынешнее жилье. На оставшиеся купила и перестроила дом в деревне для себя и старшего сына Валеры. Валерке принадлежит пристройка к основному дому. Там отдельный вход. И они, случается, по нескольку дней не видятся, хотя и живут формально в одном доме. Надежда Сергеевна уже пожилая. Со здоровьем бывают проблемы. Поэтому у них договоренность, что если вдруг что-то срочно потребуется, постучит в стенку. Однажды стук раздался среди ночи. Валерка вскочил, натянул штаны и побежал прямо в тапках, хоть и зима была. Знает ведь, что мать зря беспокоить не будет. Вбегает, а мать лежит, смотрит в потолок пустыми глазами и бормочет что-то несвязное. Он по образованию фельдшер, сейчас уже лет 20 как другим делом занимается. Но в свое время 3 года на скорой откатался. Инсульт распознать научился с лету. Врачи потом сказали, что он правильными действиями практически жизнь ей спас. Если б не знал, что делать, она могла бы овощем остаться. А так обошлось все, только речь немножко замедленная. Так вот, что касается мистики. Совершенно неясно, кто тогда Валерке в стену стукнул. Надежда Сергеевна посреди комнаты лежала, до стены 3 метра. Мы с мужем спрашивали. Может, это в голове мысль возникла. Но он говорит, что спал. А удар был физический. Такой сильный, что он, здоровый дядька, чуть с кровати не улетел. В общем, не знаем мы. Может, домовой. А может, и еще кто. Но спасибо ему от всей нашей семьи. Источник сайт Фостур.ру. Из комментариев под этой публикацией. Мать и ребенка всегда связывает энергопуповина, серебряная ниточка. Не все ей умеют управлять и пользоваться. Не стук это был. Просто сын воспринял как стук во время сна. Вовремя звякнула серебряная нить. Мурка. Автор Марина Винокурова. История, которую хочу рассказать, произошла очень давно. Я тогда только-только начала работать. По утрам, идя на работу, раза 3 в неделю примерно, наблюдала трупики кошек, на вид как будто перекрученные. И по слухам, и у нас во дворе свора собак именно по ночам загрызла несколько кошек. Была у нас на тот момент кошка Мурка, взрослая, лет 15 ей было. Простой расцветки, маленькая, аккуратная такая. Исправно рожала котят, а мы их добросовестно пристраивали, не утопили ни одного. Папа ее принес из гаражного кооператива котенком. Была Мурка умная, ласковая и безрассудно храбрая. Если увидит чужую собаку во дворе, гнала ее с визгом и шипением прочь. И в несколько раз большая ее собака убегала, поджав хвост. Как-то вечером часов в 11, зима была, с мамой в зале на диване лежим, а окно проветрить приоткрыли. Слышим, как рык собачий на улице. Мама с криком «Мурка же на улице!» рванула ко входной двери. Я за ней. И в ту же секунду со стены срывается и падает на пол простенькая пластиковая иконка. 10 на 15 размером приблизительно. Висела она на гвозде, вбитом в стену. Причем шляпка гвоздя по диаметру была немного больше ушка на иконке, куда просунут был гвоздь. Висела 100 лет. Разлетелась она вдребезги. И тут же короткое мяуканье и взвизг. Мама подбежала. У Мурки уже глаза стекленеют. И 20 метров абсолютно молча в темноте штук 5 очень крупных собак. Постояли, на маму посмотрели. И через некоторое время спокойно развернулись и ушли. Что это было, до сих пор не знаем. А икону так разнесло, как кто-то по ней потоптался. И не упала она так со стены, а вместе с гвоздем, как вырвал кто-то, но на наших глазах. Спасибо за чтение. Материнское проклятие. Автор Нюсик. История эта не является выдумкой, и началась она в далеком 50-м году прошлого века. В маленькой сибирской деревне, затерянной среди тайги, ждали возвращения солдата из армии. Стол накрыт, гости созваны.
Есть среди них и особо приглашенная девушка, та, которую мать заранее присмотрела в жены своему младшему и самому любимому сыну. И вот, наконец, на дороге появился тот, кого так долго ждали. Но вернулся он в родные места не один, а с молодой красавицей женой. Матери другая невестка не нужна, она свой выбор для сына уже сделала. Женщина она сильная, с характером, и никому не даст нарушить своих планов. Решение было принято мгновенно. Невесту нужно извести. Благо и знания, и умения для этого имеются. Шумная встреча, объятия и поцелуи. И вот молодая жена уже скромно стоит в стороне. В дом супруги заходят порознь. Когда девушка переступает порог дома свекрови, под ноги ей падает пучок полыни, а в нем игла заговоренная. Живет молодая семья в мире и любви. Одна беда. Девушка болеет часто. Мучает ее сильные головные боли. Мать с сыном вечерами беседы проводит. Бросил бы ты ее, ну зачем она тебе хворая такая нужна? Сын слышать про это ничего не хочет. Люблю ее. А хворе найду врачей, отвезу в районный центр. Вылечат доктора, и все будет хорошо. Время идет, уж 10 лет минуло. В семье 2 дочери подрастают. Да только счастье омрачает болезнь страшная, которая то отступит, то снова вгрызается в молодую женщину, как дикий зверь. Мать уж и не рада, что порчу на невестку когда-то навела. Думала, сын оставит неугодную и женится на той, что ей приглянулась. Но сын жены не оставляет, и в радости, и в горести с ней. Врачей и лекарства без устали ищет, а теперь вот задумал оставить родную деревню и ехать далеко в другую страну, и там помощи искать. Что задумано, сын исполнил, и увез из деревни жену с дочерьми в большой город, в другой стране. Там врачи и поставили молодой женщине страшный неизлечимый диагноз – рак головного мозга. Медицина в лечении бессильна, могут лишь помочь уменьшить боль. Но мужчина сдаваться не намерен. Раз нет возможности, у традиционной медицины нужно искать помощи в нетрадиционной. Ведунья, к которой пришли муж с женой, долго и печально на нее смотрела, а потом сказала: «Черное проклятие на тебе, девонька. Сильная ведьма наложила, и снять смогла бы только она. Да вот беда, нет ее уже в живых». И тут мужчина вспомнил, что мать его в деревне ведьмой считали, и что в доме всегда были какие-то травки да настойки. А он лишь посмеивался над этим. Вспомнил он, и как жену его в дверях от него оттеснили, когда они первый раз порог отчего дома переступили. Вспомнил и все понял. Мать его действительно несколько месяцев назад умерла. Умирала, как говорят, страшно, знающие женщины шептались, что силы свои перед смертью никому не отдала. Гроб с покойницей из дверей дома вынести не смогли, будто не пускала что-то. Мужики все локти и ноги поотшибали. Выносили в итоге через окно. Жена на этом свете тоже долго не задержалась. Умерла в возрасте 35 лет, оставив 2 дочерей, но проклятие матери мужа с ней не ушло. Была она беременна старшей дочерью, когда наступила на пучок полыни. И дочь старшая потом умерла, перешагнув лишь отметку в 35 лет. Моя первая детская история. Автор Манул. Это самая первая и самая примитивная история. Прошу строго не судить. Навыков речевых оборотов художественных не имею. Но отвечу за то, что все мои истории правдивы, так как все это происходило со мной. Возраст мой достаточно почтенный, чтобы адекватно оценивать реальность событий, без фантазий, свойственных юному возрасту. В советские времена вполне естественно было оставить 5-летнего ребенка одного дома на время посещения мамой ближайшего магазина. Меня оставляли частенько. Может, кто помнит, в Москве был магазин товаров из ГДР, Лейпциг называется. Когда-то мне купили там плюшевую игрушку, большую, с меня ростом, с телом человека, одетым в красные штаны на лямках, а головой собаки. Каждый раз, когда я оставалась дома одна, и мне было страшно, я выходила в коридор, чтобы пожалеть себя, поплакать, встав на табуретку и глядя в глазок. Когда резерв слез заканчивался, шла в свою комнату. Вот тут-то и начиналось самое интересное. От входной двери прямо ко мне шла эта самая игрушка. Я психически здорова. При этом мой страх сразу исчезал. Игрушка играла со мной на протяжении всего времени, до прихода родителей. Ситуация повторялась каждый раз, когда я оставалась дома одна. Вот такая моя самая ранняя история. Не исключаю, что защитная реакция еще не окончательно сформированного детского мозга
но исключают истории, происходившие гораздо позднее. Жуткая ночевка. Автор Марина Винокурова. Раньше мы жили в другом городе. Там осталась так и не проданная родительская квартира, Брежневка, в которой мы жили с семьей в 4 человека. Живем в Пензе с мамой и моими детьми. И нужны были некоторые документы маме моей в том городе на эту квартиру. Продлить у нотариуса. В регистрационной палате, ну не суть. Короче, уехала она в тот город. Далее с ее слов. Набегалась за день, доки собрала. Ночевать пошла в квартиру. Пельмени сварила. Собралась спать. Уже часа 2 ночи было. А мебели-то нет давно, увезли. Матрас взяла, постелила. Жутко мне так было, не пойму от чего. Котик какой-то сидел в подъезде, я его покормила пельменями. Прямо на улице и цап под мышку. В квартиру нести, чтоб живой кто-то рядом был. А он орет, царапается ни в какую. Час кота уговаривала, так и не затащила. В общем, легла. Свет везде включила. Страшно и все. Хоть прожила здесь много лет. Лежу в полудреме. Слышу вдруг в спальне звук. Похоже на то, как если рулон обоев уронить на пол. Обои, стоп. Какие обои? Нет в спальне обоев. И взяться неоткуда. Тем более в рулонах. Вот тут меня мороз по позвоночнику продрал. Лежу дальше. Какой тут сон. Не зря, думаю, котяра идти сюда не хотел. Через некоторое время в коридоре шаги. Настоящие, тяжелые, четко слышимые шаги. Топ-топ-топ. И к двери в зал. А дверь просто закрыта. Не на замок никакой, естественно. Я молиться вслух начала. Слезы текут, слова путаю. Понимаю, что этот бардак шагами уже долго продолжается. И понимаю также, что никто во входную дверь из подъезда не заходил. Уже светлеет. Я еще полежала, потом, не дыша практически, оделась и вышла в коридор. Никого. Утро уже. Я бегом, не запирая квартиру, на улицу. Села на скамейку. А этаж 1. Скамейка стоит так, что окна квартиры как раз за спиной, если на скамейку сесть. Сижу в полоборота к окнам и смотрю. А окна закрыты простынями, на гвоздики к рамам прибитыми. И вижу, как край простыни отогнулся совсем чуть-чуть, на пару секунд, и обратно расправился. Я вообще обмерла. Больше на окна не смотрела. Потом люди уже потихоньку из домов на работу потянулись. Соседка вышла, тетя Рая. Квартира у нее на 2 этаже, прямо над нашей. Поздоровалась с ней, обнялись. Рассказала ей в порыве откровенности про свою ночевку. А она мне. Я просыпалась ночью, обои в рулонах у меня в спальне падали. Я утром зашла туда, а там обоев никаких нет. И не было. В той квартире мне лично сны такие снились, страшные и длинные. Например, что я захожу в квартире, а там никого. Свет только в коридоре. Мне страшно очень. Я по коридору в зал иду. И тут ветер вдруг. Листья почему-то. Ветер в сторону входной двери. Я начинаю бежать. Во сне медленно, и дверь захлопывается прямо перед носом. Спасибо за чтение. Письмо Достоевского. Автор Рома Поясов. Привет, народ! Здесь я хочу поделиться довольно интересной историей, которая произошла со мной на днях. Может, она и вас заинтересует. Совсем недавно мы переехали из нашей хрущевки с сестрой, мамой и папой в новую просторную квартиру. Ремонт не был до конца завершен. Оставалось доремонтировать гостиную. А если точнее, сменить пол, и ради этого мастеров мы решили не звать. Мой папа уже менял его на даче. Для смены пола необходимо было лишь отодвинуть румынский шкаф и убрать ковер, потому что огромный сломанный дырявый диван грузчики уже увезли, а шкаф можно было разобрать и кому-нибудь продать за условные деньги. Когда ковер унесли, а шкаф подвинули, за ним мы нашли порванные бумаги грязного цвета с запахом пыли и старости, и будто кто-то уронил ее в лужу, судя по разводам и грязи. Она также была помятой. Я просто посчитал, что эти бумаги остались от каких-то прапрапрабывших жильцов этой квартиры, и ничего необычного эта рукопись из себя не представляла. Просто письмо завалилось за шкаф, ничего более. А по обращению было видно, что муж писал это своей возлюбленной. Мы просто решили сохранить это письмо как интересный артефакт. Честно, в рукопись мы особо не вчитывались. Но меня заинтересовало наличие ятий и твердых знаков на конце, говорящих о том, что письмо еще с 19-го, самое начало 20 века, что никак не вяжется с тем, что оно было найдено в советском доме.
Тогда я пошел к своей подруге, которая в теории со мной сможет это как-то расшифровать. Меня удивило и напрягло, когда она сказала, что это может быть почерк самого Достоевского. Она была его поклонником. И датироваться тем временем, когда он спускал все свои деньги на азартные игры, о чем говорит первая страница письма. Также тут упоминается реальная улица Малая Мещанка и схожее описание трущоб из Петербурга, которые так сильно не любил Федор Михайлович. Тоже, как мы сверили это письмо и письма Достоевского для его жены, мы нашли сильное сходство между манерой обращений и в целом формой предложений и почерку, хотя есть кое-какой нюанс. Но кое-что смутило нас сильнее всего. Это сам сюжет происходящего. Это было не рядовое любовное послание, а чертов, триллер с убийствами и их последующим. И это объясняет возможное небольшое различие в почерке. Оно писалось в стрессе. Расшифровка письма будет в конце истории. Мы все-таки решили выяснить, как это письмо попало в эту квартиру. Из-за того, что это был небольшой малоэтажный дом Сталинка, почти все соседи, которые живут тут довольно давно, знают друг друга. Нас перенаправили к одной бабушке, которую поселили почти сразу же, как этот дом построили. Оказалось, что в нашей квартире когда-то жили представители семьи коллекционеров, где род их начинался в районе Петербурга. Бабушка, свое имя она попросила не упоминать. Как она говорит, мало ли. Знала владельцев этой квартиры лично, и они могли, или их предки, выкупить это письмо. Они никому не показывали свою коллекцию, кроме своих родных и друзей. Были скромными людьми, мало с кем общались. Бабушка не могла никого припомнить, кроме одного мужчины с первого этажа, который давно, еще в 80-е, отсюда уехал. И то это не точно, и это все объясняет. А вот что она точно помнила, так это то, что у них были дети, 2 дочери и 1 сын. В целом были хорошими ребятами. И когда они переезжали со своей коллекцией разного старья, им было уже по 16-17. А съехали они с родителями обратно в Питер, к родственникам. Номера телефонов, увы, они никому не оставили. Вот, в общем, и все. Постскриптум. У нас с подругой есть несколько теорий, как это письмо появилось на свет. И реально ли оно? Первое – это то, что письмо когда-то давно их далекие предки выкупили у кого-то и оставили себе. Второе – это то, что они сами его нашли и забрали себе. Но это уже попахивает фантастикой. Но все может быть. И третье – это то, что дети ради развлечения сами сделали это письмо. И оно просто закатилось за шкаф. Что делать с этим письмом, мы не знаем, из-за неуверенности в том, что оно правдиво. А что думаете вы? Расшифровка письма. Прочерки означают сцены насилия. Итак. Ангел мой, скажу сразу, день был сегодня невероятно скверный. И скверный не только тем, что спустил я все деньги своему одному гнусному французу. Вовсе нет, голубушка моя. Прости меня, ангельчик, бесценная моя. Как раз последний подлец я обокрал тебя. Но поверь, сегодня случилось кое-что похуже, чем игра. Вечером я бродил бесшумно по грязному Петербургу вдоль Малой Мещанки, задыхаясь от запаха канав вдоль трущоб, где вечером перед сном все еще вертелись, копошились бедные люди. И казалось, все было мне назло. Ко мне и пьяницы приставали. Просили мелочи. Было уже поздно, часов 9, когда пошел ливень. Чрезвычайно сильный ливень. Под навес старого дома меня загнавший. Боже, лучше б я даже не приближался к нему, голубчик. Дверь скрипнула и отворилась. Я качнулся, отошел. Запах оттуда был просто дурной-с. Я было хотел уйти от этого мерзкого зловония, однако глаз мой зацепил и увидел что-то в темноте. На улице уже не было бедняков. Все зашевелились, разбежались по своим домам. Скользнула тень, быстрыми шагами пробежала по узкой комнатушке, остановилась. Она приподняла, как я понял, керосиновую лампу и зажгла ее. Голубчик, что я дальше увидел, не описать словами. Боже, до последнего я верил, что сплю, что глаза мои все обманывают. Сам черт, подобно ужасному сатане, свисал над юношей, что был привязан к доске. Юноша корчил рожи от ужасных мучений, что он извивался, как змей, пытаясь закричать, пока совершал немыслимое, кусал его за шею и стал ломать дальше прочерки. Юноша пищал. Из его рта опять прочерки. Но он не мог даже повернуть головы.
Он был парализован. Брызгавшая на пол кровь растекалась ужасными пятнами. Лицо Мерзкого выражало восторг. Ужасный богохульный восторг. Вскоре голос юноши смолк. Вместо этого до меня доносились ужасные хрипы и стоны. Представить, что это могло бы быть, меня начало тошнить. Но я боялся хоть что-либо делать. А сам изверг, ничего не замечая, ни о чем не думая, пил кровь. Опять прочерки, напоминаю, что это сцены насилия. Несчастного юноши, что лежал ни жив, ни мертв. Лишь изредка его предсмертные вздохи доносились до моих ушей. Заметив, что юноша пытался сказать что-то, омерзительный набросился на его лицо. Принялся прочерки, кожу и прочерки глаза. «Ангел мой, если бы я мог, то давно бы выбежал из этого чертова места. Но нет, не мог я пошевелиться. Не мог двинуть ни единым своим членом. А ужасный звероподобный изверг тем временем продолжал истязать юношу, не слыша его слов, донесшихся до меня. «Мать, отец, простите!» — чуть слышно шептал он. «Боже, прости его грешную душу! Ты не представляешь, голубчик, как я выбежал под ливень, надеясь, что успею привести юноше помощь. Но когда пришли полицмейстеры, ничего не было. Ни юноши, ни его крови, ни его мучителя. Чудесное дело. А мне, увы, никто не поверил. Постскриптум. Извини за подробности, ангел мой, но я не смог молчать. Все расскажу при свидании с тобой». Далее прилагаются фото этого письма. Кому интересно, пишите мне, пришлю на почту. Источник сайт Фостор.ру. «Отведи глаза». Автор Лукерия. Знакомая каждое лето проводила в деревне на границе Московской и Рязанской областей. Она рассказала мне две истории, произошедшие с ней в той местности. Лес у нашей деревеньки называется Сосновкой. Нетрудно догадаться, почему. Сторона леса, примыкающая к деревне, почти одни сосны. Небольшой подлесок молодых берез и кустарника. Проглядывается он хорошо. Трава там невысокая. И, конечно, он весь исхожен. Местная молодежь еще и лавочки со столом поставила. Ребята постарше часто там отдыхали. Нам было по 16 лет. Мы с подругой честно пытались вести в Сосновке тихую охоту на грибы и ягоды. Но там было столько утоптанных тропинок, что местность больше напоминала не лес, а парк. Поэтому тайком от взрослых мы ходили в лес у деревни километров 3 от нашей, в то время почти вымершей. Немного жилых избушек стариков, новые дома гостей из столицы и покосившиеся заброшенные дома. Пройти туда можно было и через нашу Сосновку, но лес там начинался густой и смешанный. Так углубляться мы уже не рисковали. В тот день мы, как обычно, свернули в лес чуть дальше заброшенных скотных дворов, не доходя до деревни. Время было к полудню, когда собрались обратно. Вышли на проселочную дорогу. Просматривалась она хорошо. Навстречу нам на всех парах неслись старенькие «Жигули». Дело обычное. Дорога соединяет две деревни. Может, кто из местных или приезжих едет из магазина. Машина приближалась. Из нее громко играла музыка. Мы почти сравнялись со скотными дворами, когда нам начали сигналить, а из открытых окон махать руками. Машина была незнакомой. Мы шли по ответвлению старой дороги, совсем близко к амбару скотного двора. Машина же ехала по основной. В месте, где дороги соединяются, после дождей была большая грязь, и свернуть на нашу развилку они не могли. Мы остановились и наблюдали, как машина затормозила у лужи, и из нее выходит 3 мужиков. Расстояние между нами — длинная стена амбара. Они противно ржали, пихали друг друга локтями. «Кис-кис-кис, идите к нам! Что встали? Мы вас покатаем!» Подруга схватила меня за рукав олимпийки. «Бежим!» Куда нам было деться? Разбитая дорога и кочки. Подружка тянула по тропинке в сторону леса, но я сообразила, не успеем. Затолкала ее в кусты рядом со старой конторой. Только мы туда валились, как со стороны, откуда мы мчали, выбежал мужик. Свистнул других. Он перешел на шаг, осматривался и постоянно нас противно звал «киса-киса», «цыпа-цыпа». С другой стороны послышались голоса его дружков. «Девчата, что вы испугались? Мы добрые, не обидим. Хотите леденцов? Выходите». Ужасный смех. Мы осторожно достали ножики из корзинок. Схватили друг друга за руки до синяков, чтобы не закричать. Голова была пустая.
Никак не верилось в происходящее. То, что был ближе к нам, подошел почти вплотную к кустам и остановился. Я смотрела прямо на него. Вот секунда и встретимся глазами. В голове как мантра: «Отведи глаза, отведи глаза, отведи». Сейчас. Я вздрогнула, когда он отвернулся. Подошли еще двое, закурили. Они стояли совсем рядом. Кусты хоть и густые, но заметить нас в ярких олимпийках казалось невозможно. Куда они рванули? Хрен его знает, я их здесь у сарая видел. Тут где-то шкерятся, может, внутрь залезли. Он прошел в контору. Разбитое окно было совсем рядом, не закрытое ветками. Мы видели его через проем, он осмотрелся внутри. Подошел к окну, выглянул. Мазнул по нам, стоящим в кустах, взглядом, но не заметил. Они побродили вокруг, осматривая, злясь и матерясь друг на друга, и через какое-то время уехали. Мы еще долго не выходили из кустов, ноги не слушались. Подруга помогла мне разжать руку, я не могла выпустить нож. Домой мы пробирались через густой лес, а когда вышли в родную парковую Сосновку и наткнулись там на знакомую компанию ребят, разрыдались. По горячим следам старшие ездили в соседнюю деревню, но тех мужчин на старом «Жигуленке» уже не нашли. Вот такая история. Спасибо. Не шутите со своими фотографиями. Автор Сабелька. Эта история случилась лет 15 назад. У меня есть близкая подруга Ольга, которая уже в начале 2000-х была мастером фотошопа уровня бог. Мы познакомились с ней в издательстве, где я некоторое время работала, и я была свидетельницей событий в режиме реального времени. Однажды к мужу Ольги пришел его знакомый Сергей, с которым когда-то они вместе учились в университете, и через него попросил Ольгу помочь ей в одном необычном деле. Сергей принес с собой 2 электронных файла, свой портрет и портрет некоего Андрея, который также учился на их курсе. Ольге предстояло сделать из этих портретов средний образ, похожий на обоих парней. Предполагалось, что по одному и тому же паспорту с этой фотографией Сергей въедет в какую-то страну, а Андрей вернется в Россию. Такая вот рокировочка. Ольга сразу же рассказала мне об этой странной просьбе и выразила сомнение, не нарушит ли она в этом случае закон. Я сказала, что не нарушит, так как она ведь изготавливает не паспорт, а всего лишь делает фото. Например, с целью шутки, чтобы разыграть их друзей или их жен, и понятия не имеет о подлинной цели своей работы. Ольга согласилась. О гонораре Сергей не заикнулся, а Ольга не спросила, но предполагала, что он может заплатить достаточно щедро, так как был хорошо обеспечен. Случай был незаурядный, работа высококвалифицированная, да и цель серьезная. И Ольга села колдовать. Я видела эти 2 портрета. Парни были похожи друг на друга отдаленно. Оба светловолосые и сероглазые. У нашего были большие глаза, у незнакомца с прищуром. У Сергея было узкое лицо, а у Андрея более широкий волевой подбородок с ямочкой посередине. Вот с этой ямочкой Ольга намучилась. Куда ее девать? Если бы парни носили бороды, все было бы проще, но бород не было. В итоге ямочку на фото оставила, но сделала не такой отчетливой. Ольга бесконечно накладывала и перекладывала 2 изображения. Работа захватила ее. Были проведены сотни манипуляций, и результат был отличным. Парень, полученный искусственным путем, был удивительным образом похож на обе фотографии. Сергей пришел забирать файл, когда мужа не было дома. Да, я не сказала про важную деталь. Сергей был красив и явно знал об этом. А я таки уверена, что мало кто может быть более неприятным в общении, чем красивый мужчина, сознающий свою красоту. Буквально с порога он начал строить глазки и кокетничать. Скачал готовый файл на диск и в благодарность попытался погладить Ольгу по коленке. Явно был уверен в своей неотразимости и в том, что вниманием своим осчастливит Ольгу и как бы расплатится за ее работу. Это показалось ей отвратительным, а сам Сергей расчетливым и мелочным. В итоге он ушел, не заплатив ни копейки. Ольга пережила этот момент философски, мужу не пожаловалась, и пока отложила мечту о новой палетке теней Пупа. Через некоторое время на электронную почту Ольги пришло письмо с фотографиями от Сергея. Очередной акт самолюбования. Мы рассматривали их вместе.
Сергей за границей на фоне того-сего. Сергей в кофейне. Крупный план. На его подбородке мы отчетливо увидели проступающую ямку, которой раньше не было. Подумали, показалось. Увеличили фото. Ямка есть. Откуда? Тень какая-то странно легла. Допустим. В письме Сергей благодарил Ольгу за работу и писал, что на днях сломал ногу, упав на лестнице супермаркета. Но главное, писал он, от Андрея пришла весть из России. Он благополучно добрался и в первые же дни после прибытия на родину сломал ногу. «Не наколдовала ли ты нам общие неприятности?» – вопрошал страдалец. Ольга оставила письмо без ответа. Она не одна. Автор Алланда. Очень часто знающие люди говорят о том, что фотографии несут в себе определенную энергию. Недаром люди, обладающие экстрасенсорными способностями, используют фотографии в качестве привязок или определения биополя человека. В моей личной жизни было много труднообъяснимых историй с фотографиями. И вот одна из них. История эта из моей личной жизни, никем не рассказанная. Так что постараюсь донести до вас ее как есть, без искажений реальных фактов, приукрашивания и надуманных иллюзий. Сама по себе история произошла в довольно широком временном диапазоне. Ее можно разделить на два реальных эпизода из жизни. Дабы не растягивать свое повествование, опишу ее одним рассказом. Эпизод первый произошел в августе 1998 года. Мне на тот момент исполнилось уже полных 14 лет. Я вместе с мамой отправился навестить родственников в небольшом городке Липецкой области под названием Лебедень. Чтобы сразу было понятно читателям, где это, там расположен крупный консервный завод по производству фруктовых соков известных марок. Дабы не сыпать рекламой, я их не указываю. Да это и не важно. Обычный тихий городок на берегу Дона. Живописная природа, добрые люди, не обремененные столичными понятиями. Хочу отметить, что в тех краях жила и живет практически вся моя родня по материнской линии. Там жила моя прабабушка. На этом ресурсе я как-то писал заметку с названием «Эхо войны» про своего прадеда, которого я при жизни никогда не видел. Так вот, моя прабабушка по материнской линии, как раз его супруга. Свою дорогую прабабушку я застал в своем юном возрасте, она уже была стара. Но я хорошо помню, как она делала домашнюю лапшу, раскатывая тесто скалкой, как заботилась обо мне. Звали ее Просковья, а я называл ее старенькая бабушка. Тогда прабабушка была не в ходу, а старенькая бабушка в самый раз. И по-доброму, и понятно, о ком речь. Моей милой старенькой бабушки не стало в начале 90-х. Мама очень плакала, провожая ее. Она все детство проводила у нее в деревне. Сама рано потеряла свою маму, мою бабушку. И вот лето 98-го года, август. Мы едем в Лебедянь. Там живут наши родственники, и похоронена прабабушка. Так получилось, что родственников в тот раз собралось очень много. Приехали даже с Ленинградской области. Куча взрослых и детей. Когда отправились к старенькой бабушке на кладбище, нас детей не взяли. Туда нужно было ехать на машине. Кладбище в Лебедянском районе, и мест хватало только для взрослых. Я очень любил свою старенькую бабушку и попросил маму сделать фото могилки. Хоть так увижу. В те времена цифровых фотокамер не было, и я вручил маме свою мыльницу, подаренную мне на десятилетие. «Сфоткай, мам, я хоть старенькую бабушку увижу». Мама сделала фотографии. Отдохнув в Лебедине, мы уехали домой. Многие из читателей помнят те времена. Пленка была на 12 кадров, 24, 36. Отщелкав кадры, пленку проявляли и печатали с негатива фото. Так же было и у нас. Когда количество кадров подошло к концу, мы проявили негативы и отпечатали фото. Среди фотографий была и могила старенькой бабушки. Скромный памятник из гранитной крошки с маленьким, сделанным на кусочке стали, эмалированным овальным фото. Внизу маленькая раковина для цветов. Рядом 2 холмика свежей земли с деревянными крестами. «Мам, а кто это рядом со старенькой бабушкой?» «Это чьи крестики и холмики?» – спросил я, держа фотографию в руках. «Какие крестики и холмики? Там только прабабушка», – сказала мне мама и взяла фото у меня из рук. Я еще раз взял фото в руки и немного оторопел. Теперь на фото был только один памятник с раковиной и все.
История эта очень четко засела в моем сознании. Я был хоть и ребенком, но возраст сознательный. Все-таки не детский сад, 14 лет. История получила свое продолжение в 2017-м. В том году умерла моя бабушка, дочь той самой старенькой бабушки. Следом ушел бабушкин муж. Их разделило буквально пара месяцев. Я не смог посетить их похорон. Был по уши загружен работой. На похороны отправилась моя мама. Я смог приехать только ближе к весне. Когда я ехал на кладбище, меня обожгла странная мысль. Я вспомнил детство. Да, именно так. Я даже не сомневался, что я там увижу. Картинка совпадала один в один. Бабушкин памятник из гранитной крошки и 2 холмика с крестами рядом. Даже похожий день и голубое небо, все было так же. Я видел эту картинку в детстве, видел четко, и она врезалась мне в память. А теперь, через столько лет, я увидел это наяву. Фото могилы старенькой бабушки до сих пор хранится у меня. Но там нет того, что я увидел изначально. Увидел четко и без лишней фантазии. Увидел ровно ту картину, которая через много лет появилась там в реальности. Рад описать для вас историю из моей личной жизни. Источник сайт Fostor.ru. Дружите с мертвыми. Автор Лена Ван. Знаете, дорогие читатели, давно ловлю себя на мысли, что для нашей настоящей народной культуры панический ужас перед кладбищем не очень-то и свойственен. Больше он похож на фантазмы американских ужастиков. Волей судьбы несколько лет назад пришлось участвовать в похоронах родственника. Последним желанием покойного было похоронить его не на тесном городском кладбище, шумным шоссе за забором, а в его родной глухой деревеньке, со старенькими деревянными домиками, с гигантской лужей посреди единственной заросшей дороги, в которой плещутся радостные гуси. Доставить туда гроб было не сказать, чтоб совсем просто. Деревня находится сильно в стороне от популярных маршрутов, и опять-таки качество дорог задачу ничуть не облегчало. Но когда мы прибыли на место, я вполне поняла решение усопшего. Деревенское кладбище оказалось красивейшим местом, светлым, поэтичным. Надгробия стояли в маленькой роще, насквозь просвечиваемой лучами солнца. Мягкие березовые веточки ласково касались лица. Совсем недалеко мирно шло стадо коров с пастухом. Никакого намека на начальство там. Слава богу, в помине не было. Не нужно было покупать участок, с кем-то что-то выяснять и тесниться. Мужики из деревни, помнившие покойного, помогли вырыть на свободном месте могилку. Ни у одного человека там не было на уме какой-то чернухи. Все провожали родственников в последний путь с любовью и светлой памятью о нем, и почти с таким же чувством смотрели на соседние могилки. Там были его соседи и родители. И вот я с тех пор живу с сильным чувством, а почему, собственно, наши кладбища должны пугать? Там что, вурдалаки какие-то зарыты? Люди разные на свете попадаются, но чаще всего это все-таки дорогие нам бабушки и дедушки. И спокойно прогуливаюсь по кладбищам, разглядывая лица на фотографиях, пытаясь представить, какую жизнь прожили эти люди. Вот я так однажды гуляю солнечным днем, никуда не тороплюсь. Все вокруг цветет. По надгробиям прыгают белки с воронами. Окинула взглядом несколько своих знакомых могил. Вот красавец-брюнет с пронзительными жгучими глазами, ушедший в 40 лет. Думаю, наверное, развеселую он любил жизнь. Что-то и пошло не так. Вот старики, похороненные в 2020 году. С грустью думая, может, это волной ковида людей забрало. А вот семейное захоронение 70-х годов. Мужчина, женщина и, видимо, их сын, юный парень в форме. Первым ушел сын. В том же году мать. Отец на 7 лет позже. Родители при этом на фотографиях уже не сказать, чтоб молодые. Наверное, сын у них был поздним. А значит, как это в этих случаях бывает, еще более любимым. Что же случилось, думаю? Видимо, что-то с парнем приключилось. Мать не вынесла, потом и отец сломался. Дольше всего я смотрела на надгробие женщины, такое у нее было открытое доброе лицо. Если с парнем случилось что-то трагическое, он, может быть, и не успел все понять. Отец еще сколько-то там лет продержался, а вот мать скосила сразу. С каким она, наверное, горем доживала последние дни. Как ей застилали слезы глаза, когда она открывала их по утрам. Я постояла у ограды и в мыслях пожелала всем троим легкой жизни в ином мире, чтоб никогда больше не нужно было плакать. В
кармане у меня завалялась одна единственная конфета, и я решила положить ее на могилу женщины. Между тем моя повседневная жизнь бурлила событиями. На работе познакомилась с мужчиной, умный и интересный человек. Стал звать отдохнуть на природе с ним и с одной семейной парой. Вообще у меня нет привычки в каждом встречном видеть маньяка. Но тут отчего-то мне немного не по себе было. Вроде он хороший. Но случалась какая-нибудь одна минута, когда у него в глазах вдруг резкий холодный блеск появлялся, и он говорил что-нибудь откровенно грубое. Потом сразу спохватывался, улыбался и отшучивался, как будто маску обратно второпях натягивал. Случалось такое не то чтобы каждый день, но при этом повторялось. Дефицит общения и мужского внимания все же таки стал брать свое. Быть интересным этот человек умел. Да и предложение скататься на озера само по себе было приятно. И в один прекрасный вечер я, забираясь под одеяло и выключая ночник, в своей квартире-одиночке решила, что хватит уже перебирать в памяти истории из криминальной России. Надо соглашаться и голову себе ерундой не забивать. Проснулась той ночью в каком-то теплом мареве, будто в воздухе на морском пляже. Полежала так пару секунд, ничего не понимая, хотя и без страха. Подняла голову и стала крутить ею по сторонам. И вдруг, как будто в том самом легком мареве, увидела напротив кровати сидящую на стуле женщину. Опиши мне кто-нибудь такое заранее, я была бы уверена, что в такой момент описалась бы от страха. Но вот странное дело. Вопреки всякой логике, страшно мне не было. Хоть убей. Извиняюсь за каламбур. Постепенно лицо женщины стало видно лучше. Я понять не могла, знаю я ее или нет, но она мне почему-то казалась очень родной. И смотрела она на меня с настоящим состраданием в грустных глазах, на добром печальном лице. Не знаю, сколько времени так прошло, может 2 минуты, может 10. Так сидели и друг на друга смотрели. И только под самый конец, вот как бы это лучше сказать, даже не голос ее в голове у меня зазвучал, а какое-то безмолвное понимание появилось, что она мне хотела сказать. «Зачем тебе с ним куда-то? Злой он и бессердечный, даже с ним и не разговаривай». И после этого меня как будто мягко так сон выключило. После пробуждения до меня дошло уже наконец, где я лицо это видела. По спине мороз прошел. Не от само по себе посещения, а от ее совета. Была не была, думаю, мне и самой этот тип странным казался. Постаралась как можно вежливее слиться из переписки. И тут не обошлось без его вспышек агрессии, которые он опять сразу замять старался. Спустя какое-то время все устаканилось и подзабылось. А потом коллеги поведали замечательную историю. Как вдруг выяснилось, мужик все это время утешался уже с какой-то любовницей. Видно, одной ему маловато было. И теперь любовница благополучно отъехала в больницу с несколькими сломанными с его активной помощью костями. Мужик оказался бытовым садистом, умевшим мило улыбаться на публике. Вот такие дела, дорогие. Мертвые бывают куда добрее живых. Источник сайта